Москва охвачена пожаром, удар по силам морской пехоты РФ под Курском и перехват российских самолетов истребителями НАТО. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Украинская разведка с помощью морских дронов сбивает российские вертолеты, а ВСУ наносят удары по Курской области. Как власти России перемонтировали ролики с последствиями атаки. Трехдневная спецоперация стала трехлетним кошмаром. При этом Запад может подарить Путину победу. При каких условиях? Детали резонансной статьи в британской прессе. Ее искали полвека и нашли живой и невредимой. Невероятная история женщины, которая пропала без вести 52 года назад. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. ВСУ наносят удар по силам армии РФ в Курской области. О своих же проблемах и последствиях заявляют оккупационные силы России. В сети публикуют видео с центральных улиц Ивановского Курской области. В кадре разбитая техника россиян. У меня машина пробита, пошли ехать. В Украине рассказали, по ком же пришелся удар и чьи силы располагались в Рыльском районе Курской области. Есть удачный удар, значительные потери у 810-й бригады РФ в результате этого. А вот депутат Госдумы РФ, который лишь в декабре был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, молчит о расположении российских войск в этом селе. Александр Хинштейн опубликовал ролик, в котором уже нет военной техники. Смонтировано все так, будто украинские силы нанесли удар просто по селу, а не по расположению 810-й бригады морской пехоты, которая и так понесла большие потери под Курском. В результате прилетов пострадали исключительно мирные гражданские объекты. Один из ударов произошел непосредственно по зданию Дома культуры. Степень его разрушения и возможность восстановления будет установлена специалистами. Также осколками посечены стены и выбиты окна в ряде других зданий. Школа-интерната, все дети оттуда ранее эвакуированы, отделения почты, торгового центра. О еще одном успешном ударе сообщает и украинская разведка. Там уверяют, что морские модифицированные ракетные дроны «Магура» поразили 3 вертолета РФ в Черном море. 1 уничтожен, 2 получили повреждения. Создали такое комбинированное средство, которое, скажем так, беспилотник, который имеет еще и огневые средства для обороны, для самообороны и для поддержки действий других беспилотников. Тут для того, чтобы применять подобные системы, нужно очень хорошо создать, во-первых, систему обнаружения вражеского объекта, который наносит удар по беспилотникам. И, кроме того, прицельную систему и адаптировать саму ракету. Потому что ракета находится чуть ли не при быстром движении беспилотного катера. Ракета будет, контейнер ракеты, он будет заливаться морской водой. То есть эта ракета должна безотказно работать в сложных морских условиях. И все эти задачи удалось решить. Так называемая СВО, которая должна была завершиться в течение 3 дней, превратилась для России в трехлетний кошмар. За это время Москва добилась лишь незначительных ограниченных территориальных успехов и не смогла взять под контроль даже всю Донецкую область. А прошлогоднее наступление армии оккупантов, которое предполагало создание буферной зоны в Харьковской области, превратилось в захват лишь нескольких километров вдоль границы. О том, что планировал Кремль и что имеет теперь, пишет известный британский полковник, один из командиров войск Британии в Афганистане, в своей статье для The Telegraph. Ричард Кэмп вспоминает и Курскую операцию ВСУ, и то, что Путину приходится просить помощи у Ким Чен Ына. Британский военный эксперт отмечает, что несмотря на проблемы России, важно не совершить ошибку, полагая, что Украина и Запад близки к победе в этой войне. Путин ведет жесткую игру, отвергая по сообщениям предложение избранного президента США, которое включало 20-летнюю отсрочку членства Украины в НАТО, гарантии безопасности со стороны Запада и буферную зону, охраняемую европейскими силами. Его позиция может смягчиться в зависимости от того, как он оценивает будущее российской экономики и насколько его беспокоит предсказуемость Дональда Трампа в Белом доме.
Кэмп считает, что сейчас необходимо отбросить мысли о том, что Путин выигрывает войну. При этом отставной офицер пишет для The Telegraph, что трагедией может стать то, что Запад, возможно, готов вознаградить Путина украинской территорией, и тогда поражение Путина станет его победой. А что вы думаете о таком прогнозе и таком анализе военного аналитика? Поделитесь, пожалуйста, своей точкой зрения в комментариях. В Украине вновь провели опрос на тему, как долго украинцы готовы нести бремя войны, и результаты показывают изменение точки зрения. Данные публикует Киевский международный институт социологии, который занимался исследованием настроений среди украинцев. Оказалось, что среди граждан страны, на которую напала Россия, растет уровень неопределенности. Стало меньше и тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется. Но падение незначительно, на 5% по сравнению с октябрем 2024 года. И таких уже не 63%, а 57%. Следует отметить, что доля тех, кто говорит о более коротком периоде в несколько месяцев, полгода, изменилась незначительно. 21% в декабре против 18% в начале октября. То есть нынешний показатель остается примерно в тех же пределах 18-21%, которые мы фиксировали с начала вторжения. Вместе с тем, доля тех, кому трудно сказать, сколько времени они еще готовы терпеть, увеличилась с 12% до 18%. А как бы вы ответили на такой вопрос? Как долго еще можете нести бремя войны? Столько, сколько потребуется, или все же есть какой-то предел? Поделитесь своим мнением также в комментариях. Дым, сигналы тревоги и масштабная эвакуация. Москва, спаленная пожаром, одна из главных новостей города Алматы в Казахстане. Торговый центр Москва вспыхнул в первой половине дня накануне. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы уточнили, что из ТЦ удалось эвакуировать 1000 человек. Горела крыша здания. Речь не идет о теракте или же преднамеренном поджоге. Известно, что причиной пожара стало возгорание жировых отложений в вытяжке. Кроме того, огонь перекинулся на обшивку. Обошлось без пострадавших. Самолеты НАТО перехватили сразу 3 российских самолета. Произошло это в воздушном пространстве у границ стран Балтии. В официальном сообщении Министерства национальной обороны Литвы говорится, что инциденты произошли в течение 6 дней в конце декабря. Истребители стран Североатлантического альянса перехватили Ил-20. Тот направлялся в Калининградскую область без плана полета. Транспондер был включен. Также пилоты поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением. Ил-76 также пришлось сопровождать самолетом НАТО. Российский самолет при этом не нарушал границ. натовским истребителям пришлось реагировать и на движение военно-транспортного самолета Ан-26 России, который вылетел из Калининграда. Самолет летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области в материковую часть РФ. Полет осуществлялся без плана полета, без включенного радиолокационного ответчика. Однако поддерживалась радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением. Напомню, на прошлой неделе в ЕС заявили, что Москва атакует Европу, и диверсии, которые происходят в Европейском Союзе, это не просто единичные случаи, а часть системы скоординированных действий по дестабилизации инфраструктуры ЕС. В частности, в Брюсселе считают Россию виновной в повреждении кабелей на дне Балтийского моря. Сирия может стать надежным партнером Украины уже в этом году, об этом заявил Зеленский. Он раскрыл детали недавних переговоров украинской делегации в Дамаске с новым правительством Сирии, которое пришло на смену режиму Асада. Украинский президент говорит, что Украина приложит все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии. В цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів, зокрема Сирію. Готуємось відновити дипломатичні відносини з Сирією і взаємодію в міжнародних організаціях. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів. Як результат візиту ми будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном. Зараз цією країною у нас $400 мільйонів тільки нашого аграрного експорту. Напомню, встреча украинцев с новой администрацией Сирии состоялась в преддверии Нового года. Украина ожидает, что Дамаск будет уважать международное право, в том числе территориальную целостность и суверенитет Украины. Киев готов делиться с Сирией опытом сбора доказательств, расследования, а также работы с привлечением военных преступников к ответственности за совершенные преступления. Аналитики
Аналитики отмечают, что развитие отношений с Сирией является важной задачей для Украины, а сведение на нет российского присутствия в этом регионе будет способствовать стабильности не только сирийского государства, но и всего Ближнего Востока и Африки. Берлин, отвечает Лукашенко. С начала этого года Германия в ответ на действия режима самопровозглашенного президента решила приостановить действие соглашения о двойном налогообложении. На сайте Министерства финансов Германии говорится, что еще полгода назад Минск принял решение приостановить действие отдельных правил этого соглашения. При этом у Лукашенко никак не реагировали на призывы Берлина действовать согласно существующим пунктам договора. Федеративное правительство Германии рассматривает это как значительное нарушение соглашения в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров. Если Республика Беларусь отменит частичное прекращение, федеральное правительство рассмотрит возможность отмены текущей приостановки действия соглашения. Напомню, что у Лукашенко отказались до 2026 года исполнять статьи Международного соглашения об избежании двойного налогообложения, которое регулирует налогообложение дивидендов, процентов и доходов от отчуждения имущества белорусов. Сенсация столетия. В Англии нашли живой и невредимой женщину, которая пропала 52 года назад. О событии пишет The Guardian. Тайна исчезновения была внезапно раскрыта после нового обращения в полицию. Следователи опубликовали старое черно-белое фото, снимок тех лет, когда исчезла Шейла Фокс. Это было еще в 1972 году. Тогда 16-летняя Фокс из города Ковентри пропала без вести. Офицеры предполагали, что она могла убежать от родителей из-за отношений с парнем. И тогда поиски не увенчались успехом. А сейчас на ее поиск ушло всего несколько часов. Оказалось, что Шейла все еще живет в Англии. Мы рады объявить о завершении одного из самых долгих расследований дела о пропавших без вести в истории полиции Уэст-Мидлендса. Единственную фотографию Шейлы с момента ее исчезновения нашли офицеры, занимавшиеся расследованием, и опубликовали на нашем сайте и в социальных сетях. Спустя несколько часов после обращения члены общественности предоставили информацию, которая привела нас к ней. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.